Но это, в принципе, рекомендации для всех автомобилей, поэтому имейте в виду. Прежде чем начать снимать руль, его следует установить ровно, то есть колеса должны быть ровно. Вот так, да. Дальше настоятельно рекомендуют снять клеммы и выдержать, порядка 5 минут. В одном из американских видео я видел, что он снимал только минусовую клемму. Но я, честно говоря, не знаю, как себя будет вести подушка безопасности, не хотел бы рисковать, поэтому сниму и минусовую, и плюсовую. Ключом на 10. Для того, чтобы полностью снять руль, нам необходимо сначала снять вот эту подушку безопасности. Здесь есть для этого 3 небольшие отверстия. Первое под правым переключением передач, такое же под левым, и одно находится в самом низу. У меня в моем наборе Jonas Way есть такой специальный инструмент. Я всегда думал, для чего он нужен. Кстати, очень удобный. Но если у вас нет чего-то подобного, то в принципе подойдет любая отвертка. Самое главное, с тоненьким таким наконечником, чтобы можно было нормально надавить. Там находится, я так понял, пружинка. Сейчас, когда я открою, я покажу ее. Чтобы можно было именно нащупать ее и продавить. Ее нужно просто найти. Да, вот она. Еще раз покажу. Она находится внутри, вы просто упираетесь в нее. И она отщелкивается. И снизу. Вуаля! Все, теперь мы можем без проблем вынуть ее. Аккуратненько. Именно вот этот коннектор и отвечает за саму подушку безопасности. Так, чтобы его вынуть, необходимо аккуратненько поддеть защелку. Все, отлично. Все легко снимается. Итак, все, наша подушка безопасности снята. Когда мы используем этот инструмент и вставляем его в это отверстие, тем самым мы, получается, находим, вот он, да, должны, получается, только вот так вот отщелкнуть эту пружинку, что ли, как ее назвать, да. Можно запросто соскочить и вот просто ходить в холостую и думать, почему ничего не работает. Немножко как будто на себя, вот надавливая, мы сразу находим ее. Также получается у нас с другой стороны, да. Да, вот она снизу. Также толкаем и освобождаем ее из клипсы, и она сразу отщелкивается. Все достаточно просто. Даже есть ограничитель. С подушкой всегда пугают, поэтому как можно аккуратнее с ней. Есть. И теперь наша заглушечка. Так, тут ее также нужно вынуть. Так, защелкнулся. Защелкнулся. Так, ставим, получается, на свое место. Есть. И должно прозвучать 3 щелчка. 1, 2, 3. Ладно, проверяем. Так, загрузка идет, понятно, хорошо. Для безопасного вождения. Ладно, заведем. Ну что, никаких ошибок не появилось. В одном сервисе мне озвучили 2500, в другом 1500. В общем, главный итог этого видео: не бойтесь узнавать больше о той неисправности, которая в вашем автомобиле. И не бойтесь, наверное, пытаться починить самостоятельно, потому что я потыкал первый раз в эти отверстия, у меня ничего не открылось. Я стал смотреть и тоже не нашел ничего. На YouTube нет 2015 года вот этого руля, попытайтесь найти, куда там можно тыкать и как у тебя открывается. Ведь тут ни саморезы, ни шурупы, никакие уже не под шестигранник. Поэтому вот такая оказалась, несложная система, просто несколько нюансов, которые, желательно знать, а не тыкать просто вот вслепую. Поэтому, надеюсь, это видео было интересным, а возможно кому-то и полезным. А если так, то ставь лайк, подписывайся на канал. С вами был Сергей Перетягин. У меня все, до новых встреч в эфире. Пока.